Всем привет! Джейсон снова на связи. Сегодня у меня на обзоре мини Tava корпус Cooler Master Masterbox Q300L. Стоимость этой модели на данный момент в Украине составляет примерно $50. Выглядит, как по мне, интересно и необычно, так что давайте рассмотрим его поближе. Итак, габариты корпуса составляют: длина 387, ширина 230, высота 382 мм. Вес корпуса с комплектом крепежа 3,6 кг. На верхней части корпуса расположена противопылевая сеточка на магнитах. Она занимает практически всю ее площадь. Сверху на сетке нанесен рисунок в виде множества ромбов, и как по мне он выглядит строго и ненапряжно. Вся панель пронизана вентиляционными отверстиями и по спецификации производителя готова под установку двух 120 мм вентиляторов. Но здесь я бы хотел немного более подробно остановиться на данном моменте. Если установить сюда две стандартных 120-ки, то первая может помешать подключению кабеля питания к материнке, особенно если у вас материнка по типу вот такой. Как видите, 8-пиновый разъем находится практически у самой верхней кромки. Учитывая это и то, что расстояние между краем материнки и рамкой вентилятора здесь будет минимальное, установленная в этом месте стандартная 120-ка, скорее всего, просто не даст вам подключить к разъему на материнке коннектор кабеля питания процессора. Возможно, со Slim-версией вентилятора такой ситуации не возникнет, но, к сожалению, на практике я ее проверить не могу, так как у меня нет соответствующей комплектухи. Поэтому хочу попросить тех, кто, возможно, уже сталкивался с такой ситуацией, написать в комментарии под этим видео, правдивы мои догадки или нет. Я думаю, данная информация будет очень кстати потенциальным покупателям данного корпуса. На всех 4 углах у этого корпуса находятся небольшие съемные пластиковые панели. У той, которая находится между верхней и передней частями корпуса, по центру нанесен логотип производителя. Все эти панели взаимозаменяемы. Передняя часть корпуса выглядит точно так же, как и верхняя, и противопылевая сеточка здесь тоже точно такая же. Только вот здесь уже производитель указывает на возможность установки сюда двух 120 или 140 мм вентиляторов. Плюс поддерживается установка радиатора жидкостного охлаждения на 120 или 240 мм. На задней панели видим отверстие под заглушку для материнки. Посадочное место под один 120 мм вентилятор или радиатор СЖО с возможностью его небольшой регулировки по высоте. Вентилятор идет в комплекте и имеет 3-пиновое подключение. Его максимальная скорость вращения находится в районе 1000 оборотов в минуту. В нем используется подшипник скольжения с винтовой нарезкой. Этот тип подшипника примечателен тем, что имеет низкий уровень шума, а также ресурс работы у него выше, чем у простейших подшипников скольжения. Ниже идут 4 заглушки для видеокарты и периферии, которые придется выламывать. Имеется прижимная планка, закрепленная одним винтом. В самом низу находится место под блок питания. Для того, чтобы сюда установить блок, нужно сначала прикрутить к нему вот такую рамку на 4 винта, а затем уже всю эту конструкцию прикрутить еще на 4 винта непосредственно к задней панели. После установки блока длиной в 140 мм, здесь на передней панели получается еще 195 мм свободного пространства. Так что блоки сюда можно устанавливать довольно длинные. Переходим к нижней части корпуса. Здесь расположены 4 прямоугольных пластиковых ножки с резиновыми вставками. Они крепятся на защелках и достаточно легко снимаются. Их высота равна 8,3 мм, длина 40 мм. Длина резиновой вставки 34,5 мм, а ширина 10 мм. Благодаря им на столе корпус стоит как влитой и не скользит. Противопылевая сеточка съемная, и она здесь на всю длину нижней части корпуса. Крепится на 10 резиновых заглушках. Есть здесь и вот такие съемные резиновые демпферы под блок питания. Также есть место под установку 120 мм вентилятора. И да, вам не показалось, нижняя часть корпуса внешне такая же, как передняя и верхняя. А о том, что нам это дает, я расскажу ближе к концу видео. Левая панель — это тонированный акрил толщиной 3 мм. Царапается даже от молекул кислорода. Крепится на 4 винтах с накатанными головками. В местах крепления панели к корпусу используются резиновые втулки. Посредине каждой из сторон еще имеются вот такие небольшие мягкие проставки. Есть и выемка под палец для удобного снятия или установки панели на место. Размеры панели 330 на 330 мм. Переходим к главной особенности данного корпуса. Это съемный блок с кнопками и разъемами. Крепится он на 4 винта. Интересно, что закрепить его можно снизу, справа или сверху. Но это еще не все. Такая же ситуация у нас происходит и с обратной стороны. Признаюсь честно, такую фишку в корпусе я вижу впервые. И это, как по мне, очень даже удобно и довольно практично. Теперь-то мне становится понятно, почему левая панель из акрила.
потому что сделать ее из стекла стоило бы немалых денег, учитывая вот этот специфический вырез в панели под блок с кнопками. Верхняя видимая часть блока выполнена из пластика, сама же рамка металлическая. На блоке расположились светодиод обращения к накопителю, два разъема USB версии 3.0, кнопка включения со встроенным в нее светодиодом питания, разъемы для подключения наушников и микрофона и кнопка перезагрузки. Кабели длинные, достанут везде куда нужно. Корпус может принять на борт материнки формата Mini ITX и Micro ATX. Для их крепления в комплекте идут 8 стоек, 2 из которых уже вкручены на свои места, а еще 6 лежат в пакетике с дополнительным крепежом. Кстати говоря, центральные стойки имеют небольшой выступ, который вам поможет в момент установки в корпус материнки. За счет него она не будет ерзать внутри корпуса, пока вы ее не прикрутили хотя бы к одной из стоек. Вот так выглядит крепеж, идущий в комплекте с этим корпусом. Приятно, что здесь присутствует металлическая накидная головка под крестовую отвертку для удобной установки либо снятия стоек под материнку. Для укладки кабелей за задней стенкой места предостаточно. Там 27 мм свободного пространства. Пару 2,5 дюймовых накопителей можно установить хоть с этой, хоть с обратной стороны. Для их крепления используются 4 резиновые проставки, которые крепятся к корпусу накопителей с помощью 4 комплектных винтов. Кулер для процессора производитель рекомендует устанавливать высотой не более 159 мм, а видеокарту длиной до 360. Правая боковая панель ровная, имеет ребра жесткости и достаточно крепкая. На одной из сторон имеется выемка под палец для удобного снятия или установки панели. Толщина металла корпуса и панели 0,6 мм. Крепится панель на 4 винта, которые могут выполнять роль ножек. Да-да, друзья, все верно, вам не послышалось. На них есть резиновые проставки, и поэтому этот корпус можно размещать и в горизонтальном положении. Высота таких ножек составляет 7,8 мм, а диаметр 14,5. С обратной стороны поддона материнки имеется съемная рамка, на которой можно разместить один накопитель формата 3,5 дюйма. К сожалению, резиновых проставок между накопителем и рамкой не предусмотрено. Отверстия для кабель-менеджмента завальцованы. Предусмотрены выступы для удобного крепления кабелей стяжками. Ну а теперь, как и обещал, расскажу о том, что нам дают одинаковые панели на корпусе. А дают они нам возможность сделать из этого корпуса перевертыш, причем без потери его внешнего вида. Ведь не всем бывает удобно, когда системник стоит справа от пользователя. За счет съемных панелек, ножек и фильтра делается это без особых усилий. В общем, идея такого корпуса мне понравилась. Только вот как ни крути, лично меня не радует наличие акрила и достаточно высокая стоимость самого корпуса. Хотелось бы, чтобы стоил он баксов на 10 дешевле. Интересно узнать ваше мнение по этому корпусу, поэтому не стесняйтесь писать комментарии под этим видео. На этом у меня все. О всех фишках и особенностях данного корпуса я постарался рассказать максимально подробно. Ну а выбор и решение остается, как всегда, за вами. Буду благодарен вам за лайки и комментарии под этим видео, а также за подписку, если еще не подписаны. Этим вы поддержите меня и мой канал на просторах YouTube. Всем удачи, добра, здоровья, хорошего настроения. С вами, как всегда, был Джейсон. Увидимся в новом видео. Покедова!